Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. И я рада увидеться с вами вновь в наших традиционных видео, где я вам рассказываю о том, как прошла моя неделя. Закончился апрель, начинается май, и начинает налаживаться погода, ярко светит солнце, тепло, начинает все зеленеть, распускаться. Наконец-то мы дождались ту самую весну после долгой, холодной и снежной зимы. И от этого еще радостнее. Предыдущая неделя была у меня богата на разные события, и, конечно, обо всем об этом я вам с удовольствием сегодня расскажу. Но вначале хочу сказать огромное спасибо всем моим зрителям, которые писали мне под предыдущим моим влоговым видео красивые слова и комплименты по поводу моего образа. Кто-то писал, что не заметил никаких кардинальных изменений. Но я вам скажу так, для человека, жадного до своих волос, а я жадная до своих волос, отрезать 6 сантиметров — это уже большой подвиг. И, конечно, изменения, для меня изменения есть. Если у меня были просто длинные волосы, и я выравнивала длину, то сейчас я сделала себе удлиненное каре. Мне очень нравится, и причем я пробовала в разных вариациях. Я пробовала и выпрямлять, делать более прямые, и оставляя свою кудрявую, укладывая. И, конечно, вариант с кудрявыми волосами мне нравится гораздо больше. Что меня еще очень улыбнуло, я так скажу, что было немало комментариев, где меня сравнили с одной известной актрисой из фильма «9,5 недель» Ким Бессинджер. Давайте я вам сейчас так вставлю сюда фотографию. Я нашла фото из этого фильма, чтобы вспомнить и посмотреть. Показывала своим знакомым, мне говорили: ну да, есть сходство. На самом деле был у меня такой уже забавный случай много лет назад. Мне было 22 года. Я приехала к своей подружке в Москву, и мы с ней гуляли. Навстречу шли два молодых человека. Один говорит: о, смотри, вот эта девушка похожа, и называет вот на Ким Бессинджер. Но для меня тогда это было просто имя, фамилия, то, что я даже и не поняла. Мы так переглянулись с подружкой, улыбнулись и пошли дальше. И вот я вспомнила через какое-то время, что такое, да, сходство. Мне как-то уже говорили про это сходство. Единственное, что у меня римский профиль. Достался он мне от моей мамы. Ну что, давайте с вами поговорим о вязании. Вязание у меня несколько процессов. И первое, что мне хотелось, так скажем, завершить хотя бы одну деталь. Это изделие из пряжи абрикосового цвета. Это пряжа наша отечественная, семеновская пряжа Iris Max. 100% мерсеризированный хлопок. Понравился мне цвет. И это будет рубашка крючком с вточным рукавом. Нижняя часть у меня отпаренная. Я говорила о том, что мне, когда я дошла до проймы, мне нужно отпарить и посмотреть, как будет лежать полотно. Все так, как нужно. Мне нравится и узор, мне нравится, и цвет мне нравится. Для лета это будет классное изделие, легкое, тонкое, и в нем не будет жарко, будет наоборот комфортно. Спинку я связала. И теперь нужно время для того, чтобы начать снимать мастер-класс. Сейчас, конечно, со временем очень сложно, но я, конечно, буду изыскивать это время, потому что хочется эту рубашку тоже вязать. Это первое изделие, над которым я работала в первой половине недели. В первой половине недели мне пришло сообщение, для меня даже неожиданное немножко сообщением это казалось, и не видя текста, да, звонок, я на работе, звонит телефон, я беру трубку, мне говорят: Татьяна,
мужской голос: Татьяна. Я говорю: да, здравствуйте. На том конце, да, мне представились, я узнала этого человека. Это один из директоров фабрики Хемпас, Михаил. Мы уже с Михаилом и лично знакомы. Встречались, я работала с пряжей, как бы, и у меня немало связано изделий из пряжи от этого производителя. Я очень довольна, и мне очень приятно и радостно, что на территории Ивановской области, которая многие столетия, года считалась русским Манчестером, и здесь производились прекрасные ткани, которые реализовывались на весь мир. И вот есть у нас несколько фабрик, которые работают над производством разных видов пряжи. Больше пряжи именно лубиной, это пряжа растительного происхождения, лен, конечно же, в основном хлопок, но есть пряжа и теплого варианта. Я работала с пряжей, у меня связан джемпер японским плечом. И опять же новинка, мимо которой мне не хочется проходить, мне очень интересно. И у меня появилось 2 новые бобинки. Я показывала и ВКонтакте, и в Телеграме эти бобинки, говорила: вот первое интересненькое, что у меня случилось за эту неделю. Я получила новую пряжу, с которой мне, конечно же, очень интересно поработать. Первое — это хлопковое микробукле. Достаточно популярная пряжа. Мне кажется, в последний год очень многие говорят. Причем микробукле не только в хлопке популярно. Я видела еще микробукле шелковой пряжи. Я могу вам сказать так: я не фанат буклированной пряжи. Ну, были как-то, да, моменты у меня, были изделия. Интересно, наверное, 2 года назад я вязала и себе пальто, и дочке пальто. Потом это пальто я распустила, дочке связала курточку, и она оказалась очень носибельной. Но там букле с шерстью. С хлопковым микробукле не работала никогда. Ниточка вот так выглядит. Кучерявенькая здесь. 333 метра в 100 граммах. Так, у меня была вот этикеточка здесь. 333 метра в 100 граммах. Это новинка. Пока еще не так много цветов в палитре, но работают над этим. Когда я смотрела, было, по-моему, сейчас даже не буду говорить, но немного цветов было. Я выбрала нежно-голубой цвет, то, что мне больше всего подходило, и сразу у меня родилась идея. Какая? Я в декабре вязала себе джемпер. Теплый джемпер. Вот сейчас я вам покажу, и вы узнаете. Вы узнаете этот узор? Выбрала узор. Шарики, некоторые говорили соты. Нет, это не соты. Это узор не соты. Соты — это совершенно другой узор. Этот узор мне больше напоминает именно круги, шары. И спрашивали меня, я обещала, что я сделаю мастер-класс, но у меня не сложилось, так скажем, с тем джемпером. Почему? У меня очень чувствительная кожа. Я не переношу колкости. И когда я вязала, я колкости не чувствовала. Когда я примеряла, я тоже колкости не чувствовала. И связав новое изделие, я его надела, пошла на работу. Работала я в этот день. У меня был полный рабочий день. С утра и до вечера. Через час я начала чувствовать в области шеи, сзади на спине. Я начала чувствовать покалывание, почесывание. В общем, к вечеру мне хотелось просто, если бы у меня было что-то, я бы, конечно, бы это все с себя быстренько сняла. То есть я получила жутчайшее просто раздражение на коже. У меня было все там красное.
И, конечно, у меня больше не было ни желания ни примерять, даже фотосессию не делать. Я этот джемпер отдала на благотворительность. А узор мне очень понравился, и я решила использовать его вновь, уже в летнем изделии, потому что лето бывает разное. Иногда нам нужны и джемперы, и кардиганчики, когда прохладно. И решила связать джемпер, используя этот узор. Единственное, что я увеличила размер вот этих кругов. Мне хотелось, чтобы они были крупнее. Для меня это был... Начала я этот процесс в дороге. Я вам позже расскажу. И вот то, что я связала по пути в одну сторону и в обратную сторону. Вяжется легко. Узор очень легко запоминается в процессе вязания. Хочу свободный джемпер. Может быть, даже с разрезами. И мне нравится, что получается. Я хочу, конечно же, посмотреть, как поведет себя эта ниточка после ВТО. Мне очень интересно. Может быть, я даже свяжу спинку и постираю, чтобы понять, как это вообще будет выглядеть. Потому что этот узор, он еще больше расправляется. Так вот он выглядит. Вяжу я на спицах номер 3. Кажется на первый взгляд, да, что вот ниточка тоненькая. Но вы знаете, я бы даже взяла, можно даже до 3,5 брать. Ну, я уж взяла 3 и не стала. У меня не было ничего с собой в дороге. Взяла по ощущениям по ниточке. Но можно было даже взять и до 3,5, 3,25, 3,5 вязать спокойно. Ну, я говорю, конечно, по своей плотности. Если чуть посвободнее, я не скажу, что получается рыхло. Нет, все очень хорошо. Мне нравится. Но, конечно, нужно смотреть, что еще получится после ВТО. И, то есть, совсем скоро у меня будет готова спинка у этого изделия. Вторая пряжа, которую я получила от фабрики. Кто говорит хемпус, кто говорит хемпус. Можно и так, как мне сказал Михаил. Мне больше нравится хемпус. Здесь в составе лен 45%, хлопок 45% и вискоза 10%. Есть и меланж у этой пряжи. Вот у этой пряжи более богатая палитра. Есть и меланжевые оттенки, и однотонные оттенки, и в разной толщине. Я выбрала 250 метров в 100 граммах, но она не такая толстая, то есть хорошая нитка. На 3,5, я так думаю. И вот сразу взяв эту бобинку, очень тактильно мягкая пряжа. Что мне нравится у производителя Hempus, потому что с льняной пряжей я работала достаточно много, и она разная. И вот если посмотреть, очень часто, когда в состав входит лен, то можно встретить какие-то остевые волоски. Здесь абсолютно гладкая пряжа, абсолютно гладкая, ровная, без каких-либо уплотнений, утолщений, ничего нет, никаких махрушек. Конечно, прекрасно выработанная. Это мне очень нравится. У меня тоже на эту пряжу есть идея. Я хочу нарядный такой тоже джемпер. Ну, покажу, что будет. Идея есть, но сначала вот мне почему-то захотелось взять микробукле. И, наверное, свяжу тот и сразу перейду к этому. Выбрала белый цвет. Но я очень люблю белый цвет нарядный. И, конечно, мне не хватает такого нарядного изделия, которое мне хочется. Поэтому вот эта пряжа мне поможет воплотить мою идею. Вот это первое интересное, что я получила на этой неделе. В середине недели у моей дочки был день рождения. И в связи с этим были свои хлопоты. Мы как-то никогда не
давали ей возможность отметить день рождения так, как хочет она. Как взрослые, да, часто сами все принимают решения. А так как ей исполнилось 12 лет, то я даже, честно сказать, и не думала, но тут как-то она стала говорить: мама, мне хотелось бы пригласить своих девочек. И вот у них была девчачья компания из 6 человек. Мы сняли, ну не то, что сняли, есть такие детские развлекательные центры, где дети играют, там разные-разные аттракционы, и можно место себе забронировать. То есть зона ресторана. Это очень удобно, что не надо в несколько мест, а все в одном месте находится. И есть такая территория, называются они домики, прямо в этом центре. Все загорожено, там стоит стол, диванчики. Вот детки там у нас развлекались, навеселились от души, наелись тоже всяких вкусностей. 5 часов вот это все у нас продолжалось. Им, конечно, хотелось еще. Это как всегда времени мало. Но да, как бы взрослым очень тяжело сидеть и наблюдателями, да, быть. Но ничего страшного. У дочки был день рождения в середине недели. Это был рабочий день, и, конечно, собирать в 6 часов вечера очень сложно. Тогда до ночи пришлось бы гулять, поэтому мы перенесли на выходной, и в выходной уже они веселились так, как им хотелось. Ну, а после этого мы решили отправиться немножко в такое, знаете, путешествие. Но для нас это путешествие, во-первых, это встреча с родными, близкими людьми, а во-вторых, это все время такое, знаете, место единения с природой, место тишины. Это когда устаешь от городской суеты, и приезжая именно в это место, ты настолько наполняешься чистым воздухом, от всего отвлекаешься. Мы ездили к моей свекрови и свекру. Они живут очень далеко от нас. Если говорить о расстоянии, это как до Москвы ехать, 350 километров. Живут они в деревне в Нижегородской области. И вот у них в последнее время стали очень большие проблемы со связью. Просто с интернет-связью. Это просто беда. Там на выходные просто все заглушается. И даже мобильная связь. И вы знаете, очень чудно, когда мы постоянно находимся на связи, общаемся, нам что-то присылают, мы отвечаем, а здесь полная тишина. Но это, конечно, не есть хорошо в том плане, что когда люди живут в глубинке, в деревне, и даже не работает сотовая связь, когда будут сложности, да, в случае чего дозвониться, это, конечно, не есть хорошо, но, к сожалению, ничего не поделаешь с этим. Но мы очень хорошо отдохнули, и по пути, когда мы едем к ним в гости, мы всегда останавливаемся на Горьковском водохранилище. Я вам сейчас ставлю кусочек, такой коротенький видео. Ну и, конечно, когда мы приезжаем в деревню, это русская баня, это шашлыки, погода шикарная, не зря же говорят, хорошо в деревне летом. Но продолжать не буду дальше. Есть такое есть смешное дальше продолжение, но уж продолжать не буду. И еще я вам говорила о том, что я начала новый процесс. У меня процесс из 2 видов шелка. Вот этот шелк я покупала в прошлом году со всеми остальными видами шелка. Вот это первый был шелк в кофточке паулина, который я использовала, красивого
розово-сиреневого цвета. Здесь в сочетании с секционной пряжей смотрится очень замечательно. Мне этот эффект понравился. И вот здесь, в этой кофточке, когда два вида пряжи, как бы есть, ну я так скажу такое слово, хорошая сцепка. Шелк, потому что у меня есть блуза, связанная просто лицевой гладью, и здесь, конечно, есть такие нюансы. Зацепляется легко. И вы знаете, каждый раз любая зацепка — это как просто заноза на сердце. Но очень жалко, потому что шикарная пряжа, вещь шикарная, и ты чувствуешь в этих изделиях себя очень классно. Но, конечно, когда ты видишь, что есть какая-то зацепка, это ранит очень. И вот у меня белый был в двух разных вариантах, молочный такой цвет, и у меня два изделия. Вот такой ярко-розовый и голубой, который я не использовала в прошлом году. Вот этот ярко такой голубой цвет, ярко-синий. Ну, красивый очень цвет. Это сессия Тиама, шнурочек, потому что вот это единственный шнурочек, который отличался от остальных. Все остальные были артикул Катенелла. А этот сессия Тиама. Но все то же самое. Шнурок 630 метров в 100 граммах. Шелк Малбери. Мне не хотелось связать только из этого шелка. Наташа Фадеенко недавно прислала посылочку с очень красивой пряжей. И в этой посылке был 100% буретный шелк в исполнении Наташи. Очень красивые переходы. Называется цвет айсберг. Красивый цвет. И я решила, что вот эти два шелка очень хорошо подходят друг к другу. Говорила, что вяжу я за кадром, потому что мне нужно было посмотреть. И вот вчера вечером я закончила спинку изделия, постирала, чтобы увидеть, что получается. И я вам сейчас покажу. И вот спинка моего изделия. Это будет шелковая блуза. 100% шелковая блуза. Посмотрите. Вы не увидите этого эффекта, когда будете вязать шелк, потому что в процессе вязания шелк сам по себе, он более плотный. И он, во-первых, более плотный, то есть вы учитываете, что после ВТО он расправляется и разглаживается, и он дает вниз полотно, то есть он не будет в таком вот виде. Я вязала вот это изделие на 4, потому что у меня здесь пряжа секционного окрашивания была достаточно плотная. Шнур я брала в 2 нити. Все хорошо, но здесь у Наташи метраж 400 метров в 100 граммах, но я говорила, что ниточка плотная, достаточно ниточка. Я сначала попробовала на 3,5, но потом решила все-таки взять 3,25. Это у меня спицы Хая-Хая, 3,25. И вот 3,25 меня очень даже устроило, чтобы не было такой большой рыхлости. Я говорила о том, что начинала 3 раза. Почему? Да, в принципе, да потому что здесь все я придумала сама. В этом изделии и узор, и дизайн. Здесь все придумано мной лично. Здесь очень интересная у меня, если вы увидите, да, очень интересно то, что получается. И вот, в принципе, то, что я вижу, да, что эти две пряжи прекрасно подходят друг к другу. И у меня будет шикарная летняя блуза такого красивого цвета, легкая, нежная, воздушная и очень красивая. Смотрите. Вот так.
Мне очень нравится, как выглядит это изделие после ВТО. И вот посмотрите, это вот этот шнур. Давайте я вам покажу сейчас его вот здесь. Вот он такой, видите, плоский, даже как цепочка. А это он после того, как я постирала, посмотрите. Но в полотне, да, немножечко подбухает, но в полотне, видите, все замечательно. Так что я кудесничаю, и мне очень нравится то, что получается, очень нравится. Это опять же моя любимая поперечная техника. А вот совсем недавно я на прошлой неделе выпустила видео на кардиган из пряжи от Yarnart Symphony, связанный в поперечной технике. Шикарный кардиган. Честно скажу вам, я сама не ожидала, что получится такой эффект. Потому что я в процессе вязания не делаю примерок. Ну вот так у меня. Я не делаю очень больших расчетов. У меня все достаточно быстро, четко, понятно. И я знаю, как будет выглядеть изделие на глаз. Вот так вот у меня. На глаз я знаю, как будет выглядеть изделие. Поэтому я вяжу, спокойно абсолютно вяжу изделие, не отвлекаясь. Вяжу спинку, потом начинаю полочки. Я только вот так могу к себе прикладывать. Я примерно знаю, что будет после ВТО. И пряжа от Yarnart Symphony, почему я назвала кардиган «Второе дыхание», потому что пряжа была использована уже в одном изделии, и я распустила тот жакет свой и связала новый. И результат, ну вот я не знаю, он просто потрясающий. Получилось, и узор так, знаете, и узор тоже совсем случайно я подобрала, хотя на картинке этот узор выглядел по-другому, потому что там, скорее всего, была хлопковая пряжа, и он выглядел более плотно. А у меня пряжа хлопок с вискозой, после ВТО он расправился, и получилось как кружево. И на видео, вот в шотсе, видно, как это полотно струится, оно такое легкое, цвет потрясающий. Кардиган мне очень понравился. Про пуговки, да, то есть вот с пуговицами был затык, потому что среди такого огромного выбора, там, я вам показывала этот магазин, я с большой уверенностью приехала, что я сейчас куплю то, что мне надо. Ничего подобного. Одни, единственные были пуговицы в таком цвете. И маленькие, очень-очень мелкие. И вариант со своими пуговицами мне понравился больше, но я говорила о том, что я буду их переделывать, делать их более плотными. Куплю такие вот кружочки, колечки, обвяжу и уже пришью, и все, у меня будут такие вот каркасные пуговицы. И они вписываются просто замечательно. Если вы не видели, проходите на канал и смотрите видео про кардиган «Второе дыхание». Учитесь, в принципе, те, кто очень хорошо понимает и в схеме понимает. Я все объяснила в видео на одной части, а потом я словесно объясняла. И я думаю, что те, кто захочет связать, обязательно свяжет такую красоту и для себя. Ну и еще одно чудо, которое случилось со мной в конце недели, а иначе я никак не могу назвать. И чудо это приехало ко мне в виде вот такой коробки. Проделала эта коробка ко мне очень длинный путь. И я вам обязательно расскажу в следующем видео более подробно, что это такое, что это за чудо.
И как это чудо добралось до меня. Да, в чудеса нужно верить. Вне зависимости от того, сколько вам лет, верьте в чудеса, и они обязательно придут в вашу жизнь. Я вам рассказала о том, как прошла моя неделя. Начинается новая. И новая неделя тоже будет слегка с удлиненными выходными. Хорошо, если будет прекрасная погода. Когда хорошая погода и длинные выходные, это всегда возможность куда-то съездить на денек, какой-то город посетить. И у нас есть идеи с моим мужем. Ну что, мои хорошие, я была очень рада всех вас увидеть. Желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения, больше улыбок, больше приятных и радостных мгновений. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока. Прогулочка по окрестностям. Лес, птички и голубое небо. Красота!